Доброго времени бытия. Вы спросите, мне что, нечего делать? Конечно же есть, снимать вам Сабнатику, и я вам поведаю свои деньки в этом полном ужасов море. Как только я зашел в игру, случился забавный баг, потому что шлюпка меня просто выкинула. Я сразу сел в свой мотылек, и у меня было в планах отправиться на Аврору. Но пока была ночь, я и просто стоял и смотрел на нее. На утро, конечно же, я отправился на Аврору. На Авроре я собирал базы с данными. Но была одна проблема. Я знал, что есть место, которое вы прямо сейчас видите, на котором надо пропаркурить или брать пропульсионную пушку. Пушки у меня нету, но я умею паркурить. Поэтому это было много попыток. В скором времени у меня наконец-то получилось попрыгать. И я увидел дверь с кодом. Код я не знал и решил его посмотреть в базе данных. Я нашел его и ввел. Дальше я спустился вниз. И даже на Авроре была вода. Дальше я нашел сломанную дверь, починил ее и зашел внутрь. Там были просто запчасти мотылька и самое главное модуль погружения. Также я нашел модуль погружения эффективности двигателя и чинил пробоины, которые были на Авроре. Также на меня нападали пиявки, мне приходилось от них отбиваться. Они очень сильно нам мешали. Когда я полностью все починил, радиация начала уходить. Также была запечатанная дверь, которую я никак не мог открыть, потому что для нее нужен был лазерный резак. И как раз рядом с дверью я увидел лежащий лазерный резак, благодаря чему я смог открыть эту дверь. Как только я открыл дверь, я сразу заплыл и начал все внутри изучать. Я изучил костюм краб, нашел все его запчасти прямо на Авроре. Также я спустился, осмотрелся, нашел еще одну запечатанную дверь и нашел черный ящик Авроры. Данные нового КПК обработаны. Также я нашел склад и по мелочи осматривал все каюты, в том числе и столовые, и каюты капитана. Я не стал все показывать, а показал все основное. Каюта капитана была самой интересной, потому что здесь был и плакат, и КПК его, была и мини-фигурка Авроры, и самое главное, база данных, на которой был записан чертеж. Чертеж чего? Спасательные ракеты. Данные нового КПК обработаны. На Авроре, как всегда, происходит какой-то хаос, все падает, все взрывается, поэтому я прыгнул быстренько в водичку и вернулся к своему мотыльку. С мотылька мы уже быстро слиняли с этой Авроры. И вот мы уже на базе, и я получил сообщение. Говорит солнечный луч. Знаете, Аврора, мы родом из маленького трансгосударства на дальнем конце Андромеды. И у нас есть такая поговорка: нет худа без добра, и нет добра без худа. Похоже, первого вы уже нахлебались с лихвой, но это только означает, что вы давно заслужили целую кучу второго. Может быть, это как раз мы. Расставил быстренько находки с Авроры, повесил плакат. И мы активны. Сэр, информирую вас, что это автоматический сигнал бедствия со спасательной капсулы 12. Координаты прилагаются. А также предупреждаю и категорически советую: не лезьте в капсулу глубже безопасной отметки погружения без специального снаряжения. Координаты сигнала загружены в КПК. На Авроре я изучил большую кровать, а до этого у нас кровати вообще не было, поэтому я решил поставить
кровать. Также я решил в свою комнату поставить перегородку. И решил испробовать сразу нашу новую кроватку, когда была ночь. И сразу замерил, сколько времени мы спим. И наступил день 13. Какая у нас главная цель на сегодняшний день? Нам нужно было найти последний обломок, или фрагмент, назвать как хотите, циклопа. А циклоп это большая субмарина. Именно размеры не знаю точные, но я знаю, что она огромная. Поэтому я знал, где находятся плюс-минус фрагменты. Они находятся в задней части Авроры, поэтому я сел в мотылек и отправился туда. О, вот он обломок. Я знаю, что здесь плавают левиафаны. Если он сейчас нападет, я мотылек пожертвую. Давай, быстро. Опа, все, у меня. Все, тишина, спокойствие. Ты чё, отпусти! Какой чертеж? Да отпусти! Он взломается, я говорю, жертвуем, уходи, быстрей! Божечек, он не найдет, он не достанет, у него большие хитбоксы, быстрее. Он не достанет, я знаю, у него хитбокс большой. Уходи. Где база? На базу надо. Нам спрятаться надо где-нибудь, пожалуйста, давай быстрее. Давай, лес сталкеров, он сюда не заплывает, он обычно сюда не заплывает, он боится. Ну, ему тут хитбокса не хватает, он большой слишком. Он точно не плывет за нами никто? Никто не плывет точно? Вдруг он сейчас за нами плывет? Нет, все спокойно, наконец-то, идеальная запись. Казалось бы, кроме мотылька мы не потеряли ничего. Но я не вставил это видео. Но когда мы были на Авроре, мы находили всякие улучшения для мотылька. И они были в мотыльке. И Левиафан уничтожил их вместе с мотыльком. Я вернулся на базу и сразу решил посмотреть, из чего нам нужно крафтить. И я, честно говоря, офигел, потому что это очень много. У меня не было нужных ресурсов. Я мог скрафтить мотылек, но не мог ни краба, ни циклопа скрафтить. Я их поставил на заметку и начал искать ресурсы. Пока я искал ресурсы, наступила ночь, поэтому я лег спать. И наступил день 14. Я зашел на базу, чтобы скрафтить ресурсов, и вдруг я заметил радио. И решил его прослушать. Это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете, и мы нашли место для посадки. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Затем мы спустимся вас забрать. И не заставляйте нас ждать. Солнечный луч, конец связи. С этого момента у нас появился таймер, а именно 40 минут. И на карте появилось место встречи. Нам за 40 минут нужно было подготовиться по максималке и прийти на остров. Ночью я скрафтил нам мотылек. На 15-й день я только собирал ресурсы, поэтому сразу день 16. Прилег на 15-й день, поспал и посмотрел, как быстро таймер улетел. Наступил 16-й день. У нас оставалось до встречи всего лишь 9 минут. И за это время нужно было приплыть на место встречи на нашем новеньком мотыльке. Вот, мы уже на острове, но я был немножко в шоке, так сказать, потому что здесь, кроме земли, пауков, деревьев и гор, была какая-то постройка. Я изучал всякие деревья, луковые и все остальное, но меня удивляла эта огромная постройка. Похоже на какой-то небоскреб, но не похоже. Тут были какие-то фонари стояли на земле, и была дорожка вверх. Я решил по ней подняться. Типа, ну что там может быть? Я нашел фонари, место встречи посмотрел, и нашел какую-то непонятную вещь. Я увидел Аврору, она была огромная, и это огромное строение. Я решил пойти дальше по дорожке и посмотреть, что там было. А там было очень
При очень, и еще раз, очень много ресурсов. А еще позитивное сообщение. Не забывайте о том, что собираемые вами материалы находятся в собственности корпорации Альтера. Вы будете обязаны возместить их полную рыночную стоимость. Ваш текущий счет на оплату 3 миллиона кредитов. Я как балбес стоял сканером и представлял, что это камера. А я нашел штуку, которая явно просила скрижаль, которую я нашел сверху и нашел на другом острове. Я изучил управление силовым полем и понял то, что здесь все явно не так просто, как я думаю. Я стоял, никого не трогал, тут эта фигня начала двигаться. А ты чё? Чё? Ты двигаться умеешь? Там сейчас прилетит мой корабль и заберет меня. Ты смотреть будешь? Ой-ой-ой. Слушай, по-моему, это не здание, по-моему, турель какая-то. Ой, сирена еще какая-то. Слушай, может, не банан? Давай, может, они сядут спокойно, они заберут меня. И потом ты будешь стрелять в кого хочешь, он птиц расстреливай. Я буду не против. Выжившие, мы вас видим. Черт, я не знаю, как вы там выжили. Сам в шоке. Мы вошли в атмосферу и спускаемся к месту посадки. Наконец-то. Что это там внизу, здание? А где? А, вон они. Что значит не можешь опознать? Сам в шоке. Опознать. Держитесь, поворачивать поздно. Все по местам. Касание через 10. Ура, давай. 9. Только 8. стреляй, фигня. Ой, Идет что-то вас здание. что-то раз размазало. Улетай, 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 давай, давай. Ты фигня собачья, что ты сделала? Я даже заснять я забыл. Почему я сканером не снимал? Ты что сделала? Ты видишь это? Что ты сделала? Что ты сделала? Верни их обратно. Кто меня спасет теперь? Меня сейчас никто не спасет. Ты издеваешься надо мной, что ли? Собака ты недоделанная, тебя расстреляю. Сейчас бить будет топором. Я вернулся на базу и уже хотел скрафтить циклоп, но... Невозможно. Постройка рассчитана на глубоководное размещение. Вот так. Пришлось брать переносный сборщик транспорта и переставлять его на другое место. Помните, циклоп спроектирован с расчетом на экипаж из 3 человек. Только опытные рулевые могут попытаться управлять этим транспортом в одиночку. Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы активны. Циклоп поистине огромный транспорт. Были в нем и много ящиков, и двигатель, и стыковочная шахта, и очень много места для строительства, и кабина управления. Я сразу отправился на этой огромной махине к нам на базу. Двигатель запущен. Двигатель остановлен. Прямо перед базой было идеальное место для циклопа. Огромное глубокое место, куда можно было припарковать наш циклоп. Предельная скорость. Зафиксирован перепад давления. Посторонний шум. После чего я отправился на поиски капсулы 12. Средний ход. Капсула 12 опустилась на дно, поэтому нужно было приплыть и забрать, посмотреть, что там внутри. Честно говоря, зрелище не из приятных. Лежит капсула, все уничтожено, все раз... Атакована местной фауной. Капсулу я смотрел, кроме КПК, там ничего интересного не оказалось.
Также во время того, пока я возвращался на базу, произошел перегрев двигателя и все загорелось. Зафиксировано возгорание. Ход. Возгорание ликвидировано. Запущены воздухоочистители. Я начал обустраивать наш циклоп. После чего я отправился на поиски капсулы 19. Приплыл я поздно ночью, поэтому было принято обследовать всю эту местность на мотыльке. Значительно увеличилось. После всех исследований я решил вернуться на базу, но также мне пришлось приплыть обратно на остров, чтобы посмотреть место встречи Авроры. Мы должны вернуться на борт Авроры, починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы выжили. Не такие приказы мне отдавал капитан, и вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, а в выживании. Мои обязанности временного командира не включают заботу об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не могу отпустить вас одну. Тогда идемте со мной. Вы не оставляете мне другого выбора. Получена экстренная передача от второго помощника Кина 2 часа после последней активности. Встреча не удалась. Я перехватил передачу из штаб-квартиры Альтерры. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Нас перехватил хищник класса Левиафан, прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны. Кин. Конец связи. Вернулся на базу и быстренько покрасил нас красивый мотылек. Тут произошла такая ситуация, то что игра просто не записала мои сохранения. Поэтому мне пришлось заново все ходить и все получать. Я не стал это все записывать, а записал только ключевые моменты. При повторном прохождении я нашел капсулу времени. Если кто-то заинтересуется, что такое капсула времени. Капсула времени — это когда игрок заканчивает игру, у него дается возможность оставить капсулу с вещами. И человек при желании ее оставляет. И вот, я нашел капсулу другого человека.
А на этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.